Привет, друзья! Рецепты этих необычных блинов называют седьмым чудом света. Эти рецепты из серии «Кухни народов мира». Сегодня у нас будут рецепты из молдавской и финской кухни. И первый рецепт из молдавской кухни. Черная бабка, в переводе на русский язык, абсолютно не похожа ни на бисквит, ни на пудинг, ни на мусс. Причем для приготовления этого десерта мы используем все продукты белого цвета. А получается десерт «Черная бабка» с очень интересной пористой структурой, упругой, красивого шоколадного цвета. Что нам потребуется для приготовления этого удивительного десерта, вы сейчас видите на экране. А для его выпекания нам будет нужна посуда с очень толстыми стенками. Итак, готовим. Сразу включаем духовку на температуру 180-190 градусов. С помощью планетарного миксера я сразу же начну взбивать яйца. Они как раз хорошо взобьются, пока мы будем замешивать остальное тесто. В просеянную муку всыпаем сахар и соду. Перемешиваем, чтобы особенно сода равномерно распределилась между другими продуктами. Выливаем стакан растительного масла и снова перемешиваем до растворения продуктов в масле. Теперь добавляем кефир, перемешиваем. Здесь лучше всего взять веселку. Кефир, как вы понимаете, начинает гасить соду. Выливаем водку. Она добавляется в тесто для нейтрализации привкуса соды. Ну и выливаем молоко и хорошо все перемешиваем. Тесто должно получиться как на блины. Пока замешивали это тесто, миксер нам взбил яйца вот в такую воздушную пушистую массу. Добиваться устойчивых пиков здесь не обязательно. Аккуратно выливаем взбитые яйца в тесто и очень аккуратно перемешиваем, чтобы не осели взбитые яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Чугунок, где будем запекать нашу бабку нягры, обильно смазываем сливочным маслом и посыпаем панировочными сухарями. Выливаем в него тесто и обязательно накрываем крышкой. Если нет крышки, накрываем форму фольгой. Ставим чугунок в духовку, уже разогретую до 180-190 градусов, как можно выше. Я включила только нижний тен. Выпекаем десерт при температуре 180 градусов в течение 1,5 часов, это 90 минут. Затем уменьшаем температуру до 100 градусов и выпекаем еще 1,5 часа, то есть 90 минут. Теперь выключаем духовку, но оставляем десерт в духовке еще на полчаса. И вот теперь можно посмотреть, что же у нас получилось. Я уже несколько раз готовила этот десерт, но каждый раз разрезаю его с замиранием сердца. Получилось или не получилось пористая структура нашей бабки нягры? Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. Сегодня будем делать очень быстрый в приготовлении, можно сказать, ленивый блин на завтрак. Его традиционное название – финский блин. Выпекается он в духовке буквально 15 минут. И вот такая вкуснотища и красота получается. На вкус этот блин очень похож на наши классические русские блины. Что нам потребуется для приготовления, вы сейчас видите на экране. Молоко должно быть теплое, чтобы растопленное сливочное масло впоследствии не взялось комочками, когда будем его добавлять в тесто. Итак, сразу же включаем духовку, чтобы она была уже нагрета до температуры 220 градусов Цельсия. Теперь в чашу, где будем делать тесто, вбиваем яйца, добавляем к ним соль, сахар и размешиваем. Добавляем половину молока и снова размешиваем. Теперь высыпаем просеянную муку и снова размешиваем. Добавляем оставшееся молоко, ну и, как вы понимаете, в очередной раз размешиваем. И в конце выливаем в тесто растопленное сливочное масло. Тесто должно получиться жидкое, как на блины. Берем самый большой противень. У меня он размером 30 на 40 сантиметров. Но можно взять противень чуть меньшим размером. Выстилаем его бумагой для выпечки. Если она с антипригарным покрытием, то смазывать ее ничем не нужно. Выливаем тесто в противень. Ставим его в уже разогретую духовку до 220 градусов Цельсия на 15-20 минут. Я включаю оба тена и конвекцию. Противень ставлю посередине духовки.
И видите, какие чудеса происходят с нашим блином. Его готовность легко определить по зарумянившемуся верху. И вот такой красавчик у нас получился. На вкус он действительно очень похож на наши русские классические блины. В общем, как всегда. Если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео.